Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим об одной вещичке, которая может вас закрыть от любого негатива, от любого сглаза. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и начните это использовать в своей жизни. Итак, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание платку, и это является неотъемлемой частью женского гардероба. О его защитных возможностях было известно еще с давних времен. Есть женщины, которые покрывают голову, придерживая при этом религиозных взглядов. Есть те, кто чувствует себя при этом защищенными, не понимая при этом, почему им так комфортно. А есть просто модницы, и у них платок – это часть модного акцента в их одежде. И лишь немногие из женщин знают о том, что платок на голове считается лучшим защитником от любой негативной энергии. Платок во все времена отождествлял собой нравственность, чистоту, скромность. Покрывая голову платком, женщина таким образом защищалась от плохих энергий, сглаза и от влияния соперниц. Платок считался дорогим, если был соткан из очень тонких ниточек. Яркий тонкий платок говорил о принадлежности женщины к высшим кругам сословия. Женщины беднее носили платки попроще, но цель у всех была одна – это была защита. По платку, потому какой он, можно было узнать, замужем женщина или нет, какой в семье достаток. В старину головной убор был важной частью одежды, при этом как и у мужчин, так и у женщин. Верили в то, что если у человека покрыта голова, то он имеет сильную защиту даже от разрушительного негатива. Его невозможно сглазить, наслать порчу и так далее. Наши предки верили, что головной убор способен уберечь как от скверных мыслей, помыслов, желаний, а также и от приворотов. Еще в давние времена женщины, которые были замужем, а также девушки, носили вышитые платки. Они считали, что такой платок защитит от любого негатива, который будет отправлен к ним, чтобы принести беды и несчастья. Старой традицией является и то, что покрывать голову является своеобразной защитой от любых отрицательных разрушительных энергий. Все люди старались ходить с покрытой головой. У мужчин это были шапки, у женщин это были платки. Для девушек платок символизировал, что их поступки и помыслы чисты, а также, что они добры и открыты душой. А вот замужние женщины, одев платок, показывали тем самым покорность и уважение к мужу, а также и то, что они готовы хранить верность своей семье. Платок, который вышивала мать, это был самый сильный оберег. Во время свадьбы мать повязывала дочери платок. Этим действием она как бы передавала ей положительные энергии, которые должны были по жизни защищать ее от влияния нечистосердечных людей и всего плохого. Такой платок обладал большой энергетической силой. Он мог подпитывать энергетическое поле молодой женщины в нужные моменты и притягивать потоки светлых энергий. Платок на голове прятал женские волосы, и считалось, что так можно уберечься от любых неприятных событий, и тем самым волосы не впитают ненужные энергии, так как волосы способны вбирать в себя негативные энергии. Можно было принести вред женщине только тем, что увидеть ее косу и в данный момент позавидовать ее красоте. С таких пор ее жизнь менялась не в лучшую сторону, и справиться с накопившимися проблемами было не под силу. Часто эти проблемы были связаны как со здоровьем, так и с рождением детей. В современном мире используется много различных головных уборов. Порой их разнообразие просто удивляет. Но, как ни странно, каждый из них обладает также своей защитной функцией, которая равносильна энергетической силе платка. О пользе головного убора должны знать все, начиная от ребенка и заканчивая взрослым человеком. Летом голову нужно прятать от прямых солнечных лучей, а в холодное время от дождя, ветра и снега. Головной убор имеет и такое большое защитное свойство женщины, которые носят платки. И они обратили внимание на то, что он помогает сконцентрировать внимание на главных жизненных вопросах. Они перестают тратить свои силы на достижение самостоятельности
сомнительных земных благ. Платок окажет большую помощь, когда у вас в жизни наступит трудный период, когда вас будут сопровождать тревоги и упадок сил. Если у вас платок на голове, то это изменит эти ощущения, успокоит вас. Вы станете мудрым и рассудительным человеком. Не будете паниковать. Ваши мысли в корне изменятся, что повлечет за собой изменения и в ваших поступках. Вы быстро найдете выход из возникших ситуаций. Покроив голову, вы за считанные минуты способны вернуть себе спокойствие и душевное равновесие. Энергетика платка будет вам помогать контролировать свои мысли, а одев платок, вы не будете иметь желания с кем-то ругаться и вступать в конфликтные ситуации. В настоящее время возникает вопрос, а какие головные уборы носить нужно с пользой для себя? Если вы любите носить головной убор в виде повязки, платка, кепки, и, конечно, чтобы он выполнял вот эту защитную функцию, используйте для этого небольшую брошь, но обязательно с камнями и блеском. Также можно приколоть и булавочку, как в виде броши, так и обычную, но так, чтобы ее не было видно. А когда будете проделывать это действие, перед этим данную вещь подержите на подоконнике целые сутки. Место, где вы приколите ваш оберег, значения не имеет. Большую роль в данном случае играет именно блеск. Он в данном случае будет вашим главным защитником, выступая в роли зеркала, а также сможет отразить от вас любого рода негатив, который вернет сразу же тому, кто этот посыл отправил, и в большем количестве. Те, кто любит меховые шапки, а также яркие шапочки, на которых есть ушки, глазки, бусинки, знаете, они находятся в безопасности, так как яркий цвет и нашивки, такие вот так называемые экстравагантные детали, все это само по себе считается достаточно сильным оберегом. Взгляд злого человека будет направлен на детали головного убора, а не на вас, а это, соответственно, убережет вас от злого умысла. Многие из женщин предпочитают строгий головной убор в виде шляпки, берета, обычной шапки. Да, они красивые, но у этих уборов, к сожалению, нет защитных и отвлекающих элементов, поэтому нужно с изнанки такого головного убора вышить круг, или квадрат, или четырехлистник, или же использовать небольшую металлическую булавочку, которая будет для вас оберегом. Но запомните, что нить обязательно должна быть красного цвета. Она очень хорошо справится с негативом злого умысла. Когда будете шить, обязательно скажите такие слова: «Скрытая защита у меня, все дурное отведет, и вред от недоброжелателей ко мне не пройдет. Защита сильная у меня, оберегает от любого зла». Ну а что же делать тем, спросите вы, кто не любит носить ни платки, ни головные уборы? Вы знаете, для этого необходимо обязательно защитить энергетику своих волос. Волосы женщины имеют достаточно мощную силу, ее нужно оберегать от недоброжелателей, так как если эту силу повредят, то в жизни начнется череда неприятностей. Поэтому перед выходом на улицу станьте перед зеркалом, причешите свои волосы, лучше, если это будет гребешок, и при этом проговаривайте такие слова: «Волосы своим гребнем чешу, сильной энергии в помощь таким действиям призову, биополе свое укреплю, этим себя защищу». В настоящее время платок как разновидность головного убора очень актуален. Как и в те старые времена, это не только модно, но и в то же время красиво. Платок можно выбрать на свой вкус, так как их разнообразие просто удивляет. Традиции, связанные с платком, возникли давно, и их нужно придерживаться и в данное время, так как он способен уберегать от вас, от зла и защищать вашу жизнь от любого негатива. Но помните, что шапки, различные головные аксессуары также способны выполнять защитные функции, поэтому выбирайте то, что более актуально для вас. Главное, чтобы вы в этом уборе ощущали комфорт и защиту, и тогда у вас всю жизнь будет хорошо, и никто точно не сможет причинить вред. А если вы задаете вопросов, правильно ли это, вспоминайте своих бабушек и прабабушек, которые всегда носили платки. И если вы спросите, почему они носили платки,
проработки. Они вам очень интересную расскажут информацию. Друзья, мы надеемся, что эта информация для вас была полезна и важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами в следующем видео.